Привет! Привет всем! Сегодня будем вязать мою игрушечку, совушку, такую вот совушку доктора. Совушку доктора со стетоскопом. Что нам понадобится для этой совушки? Я сейчас скажу размер, какой у нее. У нее 18 сантиметров в высоту и 8 на 8 она сбоку и по кругу. Вот такая вот совушка у нас будет с вами. Значит, что для нее нужно? Крючок, которым я в основном вяжу игрушки, это 2,5. Дальше маркер, чтобы не потерять ряды. Фетр, он у меня толщиной 3 миллиметра. Фетр нужен для глазок, для вот таких вот глазок. И фетр еще я положила сюда в шапочку, чтобы холофайбер, который мы будем сюда наполнять, он не выпирал, чтобы шапочка была здесь вверху плоская. Вот для этого нужен фетр, и чем толще, тем он лучше держит форму. Вот. Можно вот эти глазки беленького цвета связать и из нитки, если нету фетра. Дальше. Нам понадобятся пуговички для имитации. Так как он у нас в халатике, вот, пришьем пуговички. Вот такие вот у меня будут пуговицы. Потом мне надо вот такие вот держатели для веревочек. Есть, конечно, держатели поменьше. Эти немного большеватые, но у меня, к сожалению, нету поменьше. Поэтому я взяла такие вот, они большеватые немного. Будет быть чуть-чуть поменьше, было бы, наверное, думаю, более аккуратнее. Если у вас есть, то очень хорошо. Так, дальше. Глазки. Глазки у меня по диаметру 1 сантиметр. Если глазки есть у вас, которые приклеиваются и пришивные, это очень замечательно. Мне придется вот отламывать. Вот эти ножки у меня просто нет пришивных, и которые приклеиваются глазки такого размера, поэтому я буду отламывать. Если у вас есть, то это хорошо. Дальше. Чтобы связать такого размера сову, я беру пряжу. Видно, да? Пряжа у меня, значит, на 160 метров 50 грамм. Вот такая толщина. По граммам проще понять, да, какая толщина у пряжи. 160 метров 50 грамм. Состав у меня 55% хлопка и 45% полиакрил. Вот. Ну, соответственно, нужны будут ножнички и иголка для сшивания с широким ушком. Для сшивания деталей. Ну, в принципе, все, что нам нужно для этого. Вот. Мы можем приступать. Итак, в кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Затягиваем. И второй ряд делаем прибавки. Каждый столбик провязываем прибавки. Итак, 12 у нас столбиков во втором ряду. Третий ряд делаем прибавки через столбик. Провязываем столбик, прибавка, столбик, прибавка.
Так вяжем до конца ряда. И у нас в ряду будет 18 столбиков. Напоминаю, для тех, кто смотрит впервые мое видео, как я заканчиваю ряд. Вот я в последний столбик делаю прибавку. Я провязала один столбик в последний столбик и делаю прибавку. Захватываю рабочую нить, я не провязываю, и в следующий столбик берусь за заднюю полупетлю и провязываю все петельки на крючке. И получилась у меня таким образом прибавка, второй столбик. Дальше. Следующий ряд, 4. И последующие ряды до 9 ряда мы делаем прибавки. Значит, 4 ряд 2 столбика плюс прибавка, 5 ряд 3 столбика плюс прибавка, 6 ряд 4 столбика, 5 столбиков, 6, 7 столбиков. Итак, в 9 ряду у нас будет 7 столбиков плюс прибавка, и в ряду будет 54 столбика. Доходим до 9 ряда, провязываем его и встречаемся там. Так, провязала я 9 рядов. Последний столбик я провязываю, значит, так, захватываю рабочую нить за полупетлю следующего столбика и буду менять здесь цвет. Сразу в этом ряду мы меняем цвет. Я меняю именно так, чтобы более аккуратно получился ряд. Вот, поменяли мы цвет и вяжем без изменения этот ряд, 10. Буду прятать хвостик по ходу вязания, а нить этого цвета первого мы не обрезаем. Мы будем его ввязывать по ходу вязания в ряды, чтобы потом мы могли аккуратно взяться за него и вязать дальше голову. Пока мы сейчас будем вязать халат. Халатик вяжем, значит, 10 ряд вяжем без изменения белым цветом. Вяжем до конца. 11 ряд вяжем за задние полупетли. Вяжем без изменений за задние полупетли 11 ряд до конца ряда. Дальше с 12 ряда по 26 ряд мы будем вязать без изменений, поднимаясь в высоту. Так вот вяжем до 26 ряда без изменений. Хочу заметить вот что. Значит, в этой совушке я белую пряжу ввела позже немного. Провязала я 3 ряда серым цветом. Здесь, так как, и видите, как получилось, у меня здесь как бы короткий такой вот халатик, да, получился. Здесь я решила начать вязать более ниже белый цвет ввязывать, чтобы когда мы вот за вот эти вот полупетли, которые остались у нас здесь, мы будем привязываться и вязать как бы длину халата. Хоть, чтобы немножечко как бы прикрыть нам это место. Вот, и посмотрим, как для сравнения, как лучше. Либо так, чтобы как короткий халатик получился, либо будет такой вот длинненький немножко халатик. В общем, сделаем как бы вывод, какой лучше. Хотя и так тоже вроде ничего. В общем, вяжем до 26 ряда без изменений. Я говорила, по 26 ряд, да, мы вяжем. Мы не по 26 ряд вяжем, а по 30 ряд вяжем белой ниткой без изменения. 30 ряд провязали. Дальше мы берем серую нашу ниточку. Я ее так вот.
и провязываем за задние полупетли, будем вязать серой ниточкой. Вот, но перед тем, как мы это сделаем, я, по крайней мере, сделаю так. Вы, если хотите, можете обрезать белую нить, а потом ее привяжете. А я, чтобы ее не обрезать, так как я буду здесь делать воротничок, за передние полупетли буду вязать воротник. И вот эта вот ниточка мне должна быть, вот это у меня задняя сторона, она мне должна быть здесь. И я ее просто вот так вот проложу и провяжу вместе с этим рядом, чтобы она у меня здесь была. Для чего? Для того, чтобы воротничок у нас здесь будет, расходиться. То есть одна половинка воротника и вторая. Одна часть воротника и вторая. Вот. Как вот здесь, да? Чтобы сделать вот это вот. Мне надо, чтобы ниточка была здесь. И я примерно вот так вот нахожу серединочку. Вот. Беру маркер. И маркером отмечу себе, докуда мне надо проложить. Докуда проложить надо мне белую ниточку. И вот так вот этот ряд мы вяжем за задние полупетли. Без изменений за задние полупетли вяжем ряд. Эту ниточку буду параллельно прокладывать. Вот так дойду до сюда здесь, и я здесь ее отпущу, она мне будет спереди. Так, провязала я этот ряд. Пока я его оставлю, чтобы ниточка эта мне не мешала, я ею сейчас провяжу воротничок. Значит, смотрите, мы между воротничками оставим, между половинками воротников оставим одну петлю не провязанную. Вот. И будем вязать мы туда и обратно поворотными рядами. Делаю воздушную петлю подъема. Вот, и вяжу. За полупетли. Вот дохожу до сюда, одну петелечку не провязываю и возвращаюсь обратно, провязываю второй ряд. Вот воротничок будет у нас из 2 рядов. Вот сделала я воротничок, ниточку я потом обрежу, спрячу. Смотрите, здесь я уже провязала низ. Делаем аналогично воротничку, только мы берем вот так вот, складываем пополам, чтобы наш нижний разрез совпадал с верхним. И точно так же привязываемся, ниточку привязываем и вяжем туда и обратно 2 ряда. Это будет наша нижняя часть халатика. Вот так вот сделали и вяжем дальше. Вяжем дальше. Значит, следующий ряд у нас будет убавка. Будем делать 7 столбиков и убавку. Так, повторим 6 раз. И в ряду у нас останется 48 петель. Семь столбиков. Убавка. Вяжем так до конца ряда. Так, вяжем теперь дальше. С 33 ряда по 40 ряд вяжем без изменений 8 рядов. Провяжем 8 рядов. Там встретимся и посмотрим, не сильно ли большая у нас получится голова. Вот, так как здесь я вязала
немножко по-другому. У меня начался серый цвет чуть повыше. Вот, поэтому, так как халатик здесь длинный, здесь немножечко ряды посмещались. Вот, поэтому уже я вяжу и по ходу вязания экспериментирую, можно так сказать, даже по этой совушке. Потому что немножко решила ее изменить и посмотреть для сравнения, как лучше, либо так, либо так. Поэтому вяжем пока 8 рядов без изменений по 40 ряд. Провязали 40 рядов без изменений. Дальше вяжем следующий ряд, 41. Вяжем 6 столбиков и убавка. Пять, 6 и убавка. Я проверила, что 8 рядов достаточно. Вот, прошлась, проверила, посмотрела, все нормально. Поэтому дальше делаем убавки. Значит, сейчас 6 рядов, простите, 6 столбиков и убавка. Следующий ряд 5 столбиков, убавка, 4 столбика. И параллельно не забываем наполнять. Уже можно наполнять наполнителем, потому что мы сейчас уже закрываем вязание. Будем так убавлять до того момента, когда у нас останется 6 столбиков, и мы их все соединим. Закрываем вязание убавками. Значит, 41 ряд 6 столбиков, и дальше пошли делаться убавки. 5 столбиков, убавка 4 и так далее. Перед тем, как наполнить, не забудьте провязать низ, потому что когда уже наполните, просто будет неудобно вязать. Можно их после того, как наполните, вдруг если забыли, но желательно до того, как наполнили, провяжите низ. Вот на этом этапе что у нас получилось. Такая вот матрешка. В общем, я закончила, затянула последние 6 столбиков нитью, стянула за полупетли передние, провязала, стянула, спрятала ниточку. Вот. Ну, думаю, это вы поймете, как это делать, да? Это несложно. Я, конечно, это на камеру не показала. Остаются 6 столбиков, когда вы делаете убавки, да? Когда остаются 6 столбиков в ряду, вы берете, отрезаете, ну, там достаточную длину ниточки, и в иголочку вставляете, либо крючком за передние полупетли протягиваете ниточку, а потом берете ее, стягиваете, и все, и получается такая утяжка. Прячете ниточку, и все. Теперь будем вязать детали для нее. Сейчас мы будем вязать шкурочку, так называемую, вот эту вот. Вот это вот. Будем сейчас мы ее вязать. Так, значит, берем мы цвет, который будет у меня шкуркой. Это вот такой коричневый. Значит, что я делаю? 2 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Делаем прибавки. Вот, пропускаем одну петельку, третью, да, мы провязали 3 воздушные петли, пропускаем одну, и в эти 2 делаем прибавки. Получилось у нас 4 столбика. Дальше делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем. Делаем теперь прибавку только по краям. В начале ряда провязываем 2 столбика и в последний.
провязываем прибавку. Вот. Теперь ряд вяжем без изменения. Воздушная петля подъема, разворачиваем. И у нас получилось 6 здесь, да, столбиков. Теперь мы эти 6 столбиков провязываем без изменений. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше делаем воздушную петлю подъема. Теперь опять в крайние делаем прибавку. Вяжем следующие столбики без изменений до крайней. Довязываем. Крайнюю провязываем прибавку. Воздушная петля, разворачиваемся. Так, дальше без изменений вяжем этот ряд. У нас тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Теперь воздушная петля, разворачиваемся. Делаем опять прибавки по краям. Провязываем до последней петелечки, столбика последнего. Последнюю делаем прибавку. Воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем без изменения этот ряд. Значит, эту шкурочку я вяжу, прикладывая ее по ходу вязания, и смотрю, нужны мне еще прибавки по краям или нет. Так, крайняя воздушная петля. Вот, примерно вот так вот прикладываю. Мне надо, чтобы у меня она расширилась вот до сюда, чтобы она шире стала. Вот. Тут я приложила, посмотрела, и надо будет сделать еще одну прибавочку по краям. Воздушная петля подъема и делаем прибавку. Вяжем до конца ряда, в последний столбик делаем прибавку. Вот. Прикладываем вот так, да? Все. Теперь провяжем сейчас определенное количество рядов. Мы будем выяснять, какое это количество по ходу вязания. Сейчас провяжем пока 4 ряда. 4 ряда без изменений провяжем и будем дальше смотреть. Так, провязала я 4 ряда. Я прикладываю, значит, вот, откуда начинается вот первый ряд коричневый. Я от него отсчитываю раз и вместе с ним 1, 2, 3, 4, 5, да? И вот после 5-го ряда я прикладываю уже шкурочку. Значит, еще мне надо будет связать где-то, наверное, ряда 4 еще. Сейчас еще 4 ряда свяжу и опять приложу и посмотрю. Провязала еще 4 ряда в общей сложности. 3, 4, 5. Вот так вот мы прикладываем. В общей сложности, значит, без изменений вяжем 8 рядов. Дальше будем прибавлять по краям. Наверное, 2 раза.
Значит, сейчас мы следующий ряд. Провязали 8 рядов без изменения. Дальше, значит, вяжем прибавку. Прибавку по краям. Следующий ряд без изменения. Еще одна прибавка по краям. И ряд без изменения провяжем, чтобы он нам показал, как там нам дальше делать еще прибавку или нет. Для чего делаем мы, значит, прибавки дальше, а не вяжем ровно? Потому что там получается узко, ну, мало шкурки такой, ну, как бы шкуркой называют эту часть. Вот, поэтому, чтобы она была немножко пошире и захватила хотя бы немножко голову. Ну вот, прибавки, я думаю, хватит. Теперь мы будем вязать до вот сюда, до белой части, потому что мы потом будем ее пришивать. Довязываем столько, сколько нужно рядов, чтобы она легла вот сюда. Вот. Итак, я закончила вязать размер, который мне нужен. Я прикладывала и вот довязала до вот воротничка. Вот здесь я буду уже пришивать. Вот так вот будет. Но перед этим нам надо будет ее обвязать, эту шкурочку. Значит, я вот пройдусь так вот по краю, каждый столбик провяжу и выйду сюда, чтобы лишний ряд здесь не провязывать. Я пойду сюда и выйду сюда. Вот, обвязываем столбиками без накидов в каждую петелечку. Вот обвязала я, получилась вот такая вот шкурочка. Отрезаем нить для пришивания. Так вот я померю. Чем больше я отрежу, лучше, чтобы хватило. Вот, отрезали. Так вот вытяну ее. Вот. Эта деталь готова. Пока мы ее откладываем. Дальше будем вязать глазки. Я уже одну связала, один глаз для образца. Вот такой вот должен получиться глазик. Вот, значит, сколько я здесь связала, уже не помню рядов. 1, 2, 3, 4 ряда. 4, 5 рядов с прибавками. Вот, значит, в кольцо набираем 6 столбиков.
вытягиваем и делаем прибавки в каждый столбик, чтобы получилось у нас 12 столбиков. Провязали следующий ряд. Вяжем столбик и прибавка. Вот, столбик, прибавка. Через раз делаем прибавки. Следующий ряд через 2 столбика и через 3. Значит, у нас круг будет размером, где у нас в ряду будет 3 столбика и прибавка. Вот доходим до такого ряда и встречаемся. Провязала я 4-5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Где у меня в 5-м ряду 3 столбика и прибавка. И теперь отмеряйте, если вы будете приклеивать, не провязывать будете, а приклеивать фетр. Значит, отрезайте по размеру, потом мы его будем приклеивать сюда. Но перед тем, как мы будем приклеивать, мы провяжем сейчас ряд без изменений один ряд вяжем без изменения. Так, провязали ряд. Теперь вот так вот его, этот ряд, выпрямляем немножечко. Вот лицевая сторона у нас здесь. Значит, с изнаночной стороны будем клеить фетр вот сюда. Вот так вот он у нас ляжет. Вот клею я клей для ткани. Для таких вот моментов у меня есть такой клей. Я нанесу. Он, когда высыхает, становится прозрачным. Вот, и поэтому не страшно, даже если немножко промажу. Вот. И вот так вот прижать можно чем-нибудь, как бы, чтобы как надо оно там получилось. Ну, оно пока еще не застынет так быстро. Что я делаю, значит, дальше? Я отрезаю такой небольшой хвостик. Вытягиваю здесь колечко это. Вот, беру иголочку, продеваю в нее. И буду, значит, вот за полупетли, которые ближе к середине, внутренние полупетли, я вот так вот буду сшивать, то есть стягивать буду. Вот за полупетли именно. Вот так вот немножко провязала и подтянула, чтобы вот так вот лег, как бы краешек прилег. Вот так вот получается. Видите, да? Вот когда обвязываем, вот так вот стягиваем, и вот так вот он ложится. Вот. Поэтому по чуть-чуть, несколько раз провели, а потом стянули, чтобы не много сразу. Вот. И стянули. И стянули, поправляем. И так вот глазик мы пройдем по кругу. Вот что-то такое вот должно получиться.
Вот, вывожу я иголочку сюда назад. Вот. И здесь я просто затяну один узелочек и спрячу. Такой вот узелочек и так немножко спрячем. Дальше. Вот так вот, он еще сырое немножечко. Пока еще не высохло совсем. Я отломала ножки от своих глаз. Буду их приклеивать. И вот приклеила я один глаз и буду как бы ориентироваться, как вот хотелось бы мне видеть глаза, да? Так вот и второй будет. Вот так вот я приклеиваю. Клеить я буду на момент, чтобы более прочнее держалась. Вот так. Вот, глазки пусть стынут, высыхают. Мы дальше. Дальше мы будем вязать шляпу. Вот, шляпу я вязала тоже здесь. Будем делать круг, исходя из того, вот когда у нас ляжет вот эта вот шкурка, тут у нас будут ушки, да? И вот, чтобы она легла вот между ушками. Размер будем делать такой. Вот, для этого берем белую пряжу. И вяжем, опять же, обычный круг. Я уже, наверное, не буду его показывать. И просто объясню. Вяжем обычный круг. 6 столбиков в кольцо провязываем. И вяжем с прибавками. 1, 2, 3, 4. У меня здесь 5 рядов. В 5-м ряду у меня 1, 2, 3, 4. 4 столбика и прибавка. Но это как бы на эту голову. Не знаю, может быть, эта голова чуть поменьше у меня получилась. Может быть, такая же. Вот, потому что вяжешь вроде бы с одной пряжи, но почему-то бывают, вот если кто вяжет, обращали внимание, может, то ли, как сказать, петли разные получаются. Вот, размеры разные у игрушек. Не получается так, чтобы одинаковые все идеально были размерами. Поэтому приходится подгонять уже по ходу вязания. Поэтому вяжите круг такой, чтобы он у вас примерно, вот прикладывая вот такой вот, лег вот последний ряд, да, вот здесь, вот, который мы обвязывали, чтобы он не доходил до него. Вот последние столбики, последний ряд, вот от них до них вот так вот должен лечь кружочек, который вы провяжете. Вот, вяжем круг с прибавками. Провязала я. Последний ряд у меня 3 столбика и прибавка. Вот, я вот так вот ложу и прикладываю там, смотрю. Вот этого достаточно. Почему? Потому что у нас еще внизу будет еще как бы окантовочка такая, но немножечко как бы загибается шапочка, да? Вот, поэтому этого ряда количество рядов достаточно. Теперь мы отрезаем фетр по размеру.
этого кругляшка нашего, который у нас там потом ляжет, для того, чтобы шапочка держалась вверху плоско. Вот отрезала я по размеру фетр себе. Пока откладываю его в сторону. Вяжем сейчас без изменений высоту 6 рядов. Вот таким вот образом вяжем 6 рядов. Так, 6 рядов провязала. Вот, теперь я могу приклеить фетр. Точно так же на этот же клей я приклею. Вот так, чтобы держался. Вот. И теперь мы провяжем один ряд столбиками без накида за полупетлю, переднюю полупетлю. Вот так вот. Провяжем для того, чтобы у нас вот так вот немножечко как бы был край. Так вот будет видно. Я немножко ухожу. Вот. Вот так вот за передние полупетли провязываем по кругу. И все, и шапочка наша будет готова. Вот я провязала, ниточку не обрезайте. Я обрезала, что-то я забылась. И обрезала нитку. Не обрезайте нитку, оставьте кончик для пришивания. Мы будем этой ниточкой пришивать. Вот. Что хотела сказать еще. После того, как вот это все обвяжете, да, после можете приклеивать, ну, чтобы он вам не мешал. И если вдруг у вас нет фетра, вы можете отрезать от... как они называются, от файлов, не файла, а вот, знаете, такие, да, есть папочки, конверты они называются, папка-конверт для файлов. Вот она пластиковая такая, есть прозрачная, есть там цветные. Вот можно с такого тоненького пластика вырезать кружочек, если нету фетра. Папки, думаю, у многих есть такие папки для файлов. Вот. Почему не картон? Потому что если вдруг игрушку придется там, я не знаю, постирать там или еще что-то, картон просто размокнет. А вот либо фетр, либо вот пластик из папки вырезать кружочек, ну, естественно, держится. Вот. Отрезали нить для шва, оставили, не забудьте ее оставить. То я забыла. Все, провязали. Вот немножечко можно краешек вот этот вот растянуть, так, чтобы ну, вот так вот лег, вот так вот, да? Шапочка наша готова. Теперь будем вязать ушки. То есть мы пойдем сверху вниз. Глазки связали, шкурочку связали, шапочку. Теперь свяжем ушки. Так. Значит, набираем 2 воздушные петли подъема. Просто 2 воздушные петли. И во вторую петельку провязываем 4 столбика. Так. Так, раз, два, три, 4.
Дальше делаем прибавки. 4 столбика наши, делаем прибавки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше провязываем ряд без изменений. 8 столбиков, один ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выворачиваем вот так вот наша ушко, чтобы нам дальше было удобно вязать. Этот кончик я, наверное, отрежу, он сильно длинный, мне мешает. Дальше вяжем столбик, прибавка. Столбик, прибавка 4 раза. Спрячу вот так вот хвостик. Так. Провязала я столбик, прибавка. Следующий ряд у нас будет 2 столбика и прибавка. Третья. Как я заканчиваю ряды, я потом сделаю отдельное видео по кругу. Так, дальше. 6 и 8 ряд, вернее, с 6 по 8 ряд 3 ряда вяжем без изменения. 6, 7, 8 ряд вяжем по кругу. Провязала я 3 ряда, 6, 7, 8. И теперь мы просто соединим края. Вместе провяжем их вместе столбиками без накида. Вот так вот. Четыре, пять, шесть, 7. 7 столбиков должно получиться. Все, оставляем нить для пришивания, вытягиваем ее. У меня как раз она закончилась. Вот второе ушко у меня готово. Первое уже связала. Это второе. Ушки у нас готовы.